Девочки, всем привет! Меня зовут Катрин Солнечная, менеджер Prestige Model Agency. И сегодня я хотела бы поговорить о таких аспектах, как анонимность и конфиденциальность в общении с гостями внутри клубов, внутри ночных заведений. Эта информация очень важна и касается работы и девушек-хостес, и девочек, которые танцуют. По возможности этими двумя понятиями желательно бы вообще не пренебрегать, но, к моему великому сожалению, очень мало кто освещает данные аспекты работы и обращают на них внимание. Поэтому, если вы летите на контракт в первый раз или только пока планируете свою работу, это видео будет для вас очень полезно. Поехали! Пункт номер один из самых важных, это работа под псевдонимом. Многие относятся к этому довольно несерьезно, да, считают, что девчонки балуются, играются, выбирают себе новые роли. Отчасти это на самом деле психологический прием, который позволяет чувствовать себя более защищенно. И этот психологический прием дает свои плоды. Прежде всего, когда вы знакомитесь с гостем и называете свое имя, которое дано вам вашими родителями, да, которое связано с самыми теплыми моментами вашей жизни, которое сопровождает вас всю вашу жизнь, вы как бы изначально открываете свою душу. С одной стороны, это очень здорово, да, мы все боремся за то, чтобы быть настоящими, но не в этой работе. Здесь очень важно сохранять свои личные границы. Очень сложно сохранить личные границы, когда ты сразу весь открываешься как на ладони. При этом довольно комично выглядит, когда девочки выбирают имена для псевдонима довольно-таки слишком вычурные, а-ля Мальвина, а-ля, не знаю, Барби, что-то такое напускное, во что гость никогда не поверит, потому что в основном в функцию работы в клубах, да, входит именно консумация, это расположение гостя к себе. Ни один человек психологически не сможет открыться полностью и быть расположен на 100% к человеку, который изначально понимает, что это имя не настоящее, это просто какая-то выбранная роль, и этот человек пустышка. Ну, конкретно, да, вот в этой роли он будет пустой. Поэтому желательно выбирать имена, которые где-то, например, меня зовут, пусть будет Маринет, можно просто Марина. Да? Дать вот эту возможность быть ближе. Ты называешь какое-то выдуманное, красивое имя, псевдоним, которое звучно, и где ты действительно можешь выглядеть как Маринет. Ты не выглядишь, там, образно говоря, как Барбара, при этом в сарафане в одуванчик, да, это странно, это не вызывает ощущения доверия. Доверие — это основополагающий фактор, который дает будущий успех в общении и во взаимодействии с гостями. Это очень важно для себя уяснить. Следующий пункт. Никогда, ни при каких обстоятельствах не рассказывайте гостю о своих личных предпочтениях касательно места. То есть в диалоге не выдавайте любимых мест, где вы, например, тренируетесь во время отдыха, да, на работе вы работаете, возможно, там в диалоге вы говорите, там, я посещаю такой-то фитнес-центр, или я потом постоянно хожу в определенную кафешку. Если у вас нет цели пересечься с этим гостем после работы в свободное время, ни при каких обстоятельствах не рассказывайте о своих местоположениях. Из какого конкретно вы города, достаточно, в общем-то, страны, а сейчас можно даже и без страны обойтись, откуда вы родом, да? Потому что, прежде всего, как я недавно тоже читала, что психопаты, как правило, очень классно маскируются, и ты никогда не подумаешь, что находящийся перед тобой человек может быть не в себе. Но люди с отклонениями частенько выслеживают своих кумиров, преследуют их, и всегда очень сложно потом будет избежать лишнего контакта. Назначайте свидания, встречайтесь, но озвучивайте места там, где вы не бываете в свое свободное время, где вас не могут найти тогда, когда вы не готовы и не хотите общаться.
Опять же, оставляйте для себя личное время, личные места, личные границы, на которые никто впоследствии не сможет посягнуть, их каким-то образом нарушить. Побеспокойтесь о своей безопасности. Вы сейчас конкретно можете не знать, что это за человек и как он будет себя вести впоследствии. В клубе прекрасно, вы можете общаться столько, сколько хотите, вы там под присмотром, вы там в безопасности. Что будет за пределами клуба, одному известно. Возвращаясь к первому пункту, хотела бы добавить, что очень желательно иметь некую красивую легенду о себе. Легенду касательно своего происхождения, легенду касательно нахождения себя в этом клубе, в этой стране. Придумать ее заранее и рассказывать ее абсолютно всем, чтобы не было ситуации, где вы говорите одному гостю, что я в Турции впервые, знать не знаю ничего, второму рассказываете, что это ваша 30-я по счету поездка, чтобы не было впоследствии каких-то неловких ситуаций, да, которые испортят настроение и вам, и отношение к вам гостей, соответственно. Постарайтесь придумать эту легенду как можно более красочную, более красивую, интересную и интригующую, с возможностью додумать нечто о себе, такое, что может зацепить. Для этого очень полезно смотреть фильмы о женщинах, фильмы с историями знакомств, больше читать, сочинять, больше общаться, больше знакомиться. Некая легенда о себе привнесет изюминку и интересный какой-то огонек в ваше взаимодействие, что, опять же, будет являться таким фактором, привлекающим к вам, располагающим к вам, да, то есть люди будут хотеть узнавать о вас больше, потому что вы отличаетесь от других, вы какая-то особенная. Позвольте людям поверить в то, что вы действительно необычная, ведь вы действительно необычная. И еще один момент, который не менее важен. Постарайтесь по максимуму быть той девушкой, которая умеет хранить тайны. Ни при каких обстоятельствах не выносите за пределы вашего диалога с гостем информацию, которую он вам о себе рассказывает. Даже какие-то незначительные детали. Вы не знаете, с кем он будет сидеть завтра. Возможно, да, вы захотите поделиться с соседкой по комнате, с подругой, чем-то рассказать, что-то обсудить. Мы, женщины, мы часто, да, хотим перетереть, пообщаться на эту тему, поделиться впечатлениями, где-то похохотать, где-то посочувствовать. Но все-таки на контрактах довольно определенные обстоятельства знакомства, определенные обстоятельства общения, как внутри коллектива, так и с гостями, с посетителями, с которыми девочкам приходится работать. Поэтому все, что вы проговариваете, все, что вам рассказывают, оставляйте между вами двумя, потому что, возможно, завтра этот гость выберет вашу соседку в диалог, и она что-то ненароком, вообще без злого умысла проговорит, и поверьте, что это даст очень неприятный осадок для гостя, что что-то о нем уже рассказывали, вынесли как бы вот этот ссор из избы, если так можно здесь выразиться. Это уже определенно даст толчок к тому, чтобы больше к вам не возвращаться. Вам же это не нужно. Вы же хотите, чтобы у вас были постоянные гости, постоянные обожатели, которые постоянно хотят вашего конкретного внимания.